Доброго времени суток. Итак, что мы сделали раньше? Мы создали сайт factwitness.com и добавили его в индексацию в Google. Как это можно проверить? Можно просто ввести сайт, двоеточие и название сайта. Посмотреть, сколько страниц индексируется. У нас есть здесь ошибка. То есть если зайти... что мы делали раньше? Давайте освежим чуть-чуть в памяти. Здесь есть плейлист, создание сайта с нуля. И здесь в видео мы здесь создали сайт. И потом мы его вот здесь вот мультиплицировали до более чем 200 страниц, 245 на запись. А потом уже было даже больше страниц. То есть давайте посмотрим сейчас Google Search Console. Перейдем в Sitemaps. И посмотрим, что потом уже за кадром, там была больше техническая работа, я создал 353 страницы вместо одной страницы, которая изначально тут вот была создана. Вот, то есть здесь мы создали мультисайт, который уже, все оптимизирован, можно так сказать. Но у нас есть здесь ошибка. То есть у нас есть то, почему он не индексируется. И сейчас мы попробуем разрешить этот конфликт в этом видео. Sitemap, Pages, заходим в Google Search Console Pages. Проиндексирована 1, не проиндексировано 14. И смотрим, какие ошибки здесь есть. Давайте сделаем скриншот того, что мы видим. Зайдем в клауды. Ставим и надиктуем ему. Мы создали больше 300 страниц, но они как-то не индексируются из-за этих ошибок. Какое задание нужно дать разработчику? Так, и сейчас еще скопируем второй отчет. Вот более детально, что здесь не так. И второй отчет Лено. Давайте вот этот еще файл мы скопируем. И так, отправим тоже сюда, то есть это пояснение Гугла, как это все нужно бороть. Пусть ему будет в помощь. И вот это вот тоже скопируем. И что еще у нас здесь? Вот эти вот пояснения тоже скопируем вместе с вот этим вот заглавием. Тут обозначает, что он crowdlet, content not indexed. Окей. Читаем, что больше. Профильная статья про это. Это та же или не та же? Это та же самая статья, то есть ее можно повторно не писать. Смотрим. Пока что запустим наш PyCharm. В PyCharm зайдем в терминал. И в терминале напишем
Cloud, запустим наш. Так, почему хайку? Как изменить на модель Sonnet? Как запустить полный код, начиная с Cloud? Сейчас просто перезапустим в новом терминале. Вот здесь вот плюсик нажмем. Help. Он что-то начал там писать неправильно. Доступные команды model. Да, model. Переключить на Sonnet. И сейчас выведем повторно model. Окей. Если мы заново запустим Cloud, то что будет? Sonnet 4.6. Хорошо. Здесь запускаем и не спрашивать в будущем. Хорошо. Что у нас здесь? Диагноз. Смотрите на один и тот же, смотрите на одни и те же страницы в обоих отчетах. Ремат появляется в обоих списках ошибок. Это ключ к проблеме. Причина несоответствия trailing slash в одном отчете, URLs в конце cities Hermans, в другом без. Google видит две версии одной страницы, путается canonical. Задание разработчику, проблема страницы zip не индексируется из-за двух связанных проблем. Trailing slash inconsistency. Сайт создает одну и ту же страницу на двух URL одновременно. Что делать? Выбрать один канонический формат. Я думаю, мы просто создавали засешенные статьи. Canonical, так, sitemap, поиск фикса. Давайте мы ему скормим sitemap, тогда ему будет понятнее, что к чему. Копировать. Давайте я сейчас включу отслеживание моего мышки и нажатия клавиатуры. Вот Ctrl-C. И мы попробуем сюда вставить и надиктовать. Вот sitemap. Вот здесь эти страницы. Проверь свою гипотезу и подтверди или опровергни ее. И лучше не объясняй мне что-то, а задай вопросы разработчику, чтобы получить от него какой-то ответ. Он тоже искусственный интеллект, как и ты. Задай ему вопрос, исходя из того, что Google сказал, что что-то не так. Чтобы они между собой пообщались. А то он мне что-то пытается там придумывать, что-то объяснять, высказывать какие-то гипотезы, хотя он оторван от кода и не знает, что у нас происходит в коде. Поэтому... Так, он говорит, что действительно есть два сайта. И вот сейчас вот у него и спросим. Это мы уже открыли в PyCharm, то есть это вот в IDE мы задаем задание Cloud версии Sonnet 4.6. Сейчас посмотрим, что тут и как.
Canonical. Так, картина полная. Вот точный анализ, что происходит. Ответ разработчика. Нужно ли задать ему дополнительные вопросы? Нет, диагноз точно полный. Говорите, ну да, исправь автоматически все FrontMatter sitemap. И мы ему вот так вот ответим. И создай 20 субагентов для выполнения этой задачи, чтобы ты сделал ее быстрее. Так, глянем, какие у нас лимиты. Лимиты позволяют. Пусть создает быстренько, чтобы мы не ждали, потому что он по одному файлику сейчас начнет выполнять, а у нас 350 файлов. Пусть лучше создаст там 20 субагентов, которые будут постоянно выполнять. Сначала быстро посмотрю, сколько файлов нужно обработать, чтобы грамотно разбить работу между агентами. Search for 2 параметра, 272 файла, запуск 20 субагентов. Здесь был бы медленнее, у каждого агента есть накладные расходы на запуск. Сет обработка, все 272 файла за долю секунды. Выполню одной командой, это реально быстрее. Хорошо. Bash, он что-то пытается сделать, error, что-то у него не получается. Python was not found. Странно, Python установлен. Проверяет, какой Python, установлен 3.12. Синтаксическая ошибка. Говорит, что исправил 272 файла. Ищет, перепроверяет. Уже ошибок 0. 7B файлы исправлены. Теперь фиксирует sitemap. Фиксирую sitemap XML. Теперь исправляю sitemap, добавляю trails слэш ко всем URL, кроме корня, который уже имеет. Bash cd. Окей, все готово. Исправлено. 352 URL, корень не тронут, он уже правильный. Пример до было canonical, без слэша в конце, стало со слэшем в конце. Теперь canonical в HTML будет совпадать с URL, который Cloudflare Pages реально отдает без редиректов. После деплоя Google перестанет видеть эти страницы как alternative page per proper canonical tag и начнет их индексировать. Хорошо. Тогда заходим, проверяем. Он должен был что-то изменить. Да? Видим изменения 273 файла. Листаем. Это вот отдельно созданные файлы по разбивке SEO-шной. По городам. Хорошо. Попросим его создать текст коммита. Создай, пожалуйста, нам текст коммита, как бы ты предложил закоммитить эти изменения. Коммитить я предпочитаю самостоятельно, потому что он в конце добавляет рекламу себя. Если это не уследите, просто нажать «да» или там нажать «принимать все», то он просто в гите рекламирует себя и все. Ну вот, как вот сейчас. Так. Fix SEO address slash. Да, хорошее название, хорошее описание. Выделяю Ctrl-A, Ctrl-V, и в самом начале там лишние строки стираем. Выбираем все эти файлы вот сюда вот и commit and push. Как немало, да, немало.
Так, push. Пушим и смотрим, что там, когда соберется сайт. Ну, можно сказать, что он соберется через пару минут. Как это проверить? Наверное, особо никак не проверим. Здесь ничего не обновится, наверное. Просто подождем, пока произойдет сборка. Можем сюда зайти. Так, а бывает тут пишется, что такая сборка произведена, сборка произведена. Сейчас я этого здесь не вижу. Ну, скорее всего, уже сборка произведена. Давайте попробуем validate fix. Validation started. See details. Pending. Ага, ну хорошо. Тогда вернемся еще назад. И нажмем сюда. И тоже validate fix. See details. Пока что он еще не проверил. Ну, вот такой вот маленький мы фикс сделали. Ищи какие-то проблемы. Нет. То есть он начинает. Так, ну интересно все-таки результаты, которые будут. Валидация началась, но по факту еще не завершена. Ну ладно. В общем, на этом все. Мы исправили ошибки Canonical. Это связано с SEO-продвижением, с тем, что мы создавали мультисайты, и там просто в конце слэш не был прописан. И поэтому Google плохо индексировал страницы и выводил в поиске там, ну, буквально, я не знаю, там 5, 6, 7 страниц, а вместо 350. Да, ну, обидно, но хорошо, что мы знаем, что такое Google Search Console и как здесь добиваться правильных результатов, хотя бы отслеживать ошибки и пробовать их исправить. Все. Желаю вам, уважаемые веб-кодеры, финансового благополучия. Пусть у вас все получается с вашими IT-проектами.